Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем команду неустрашимости на финального босса 6-го сезона. Также подберем замены на Кульвиду, на Исириэльса, потому что не у всех они есть в принципе. Также некоторые моментики разберем и нюансы. Ну что, погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. По заменам. Давайте сразу начнем с этого. Если нет Кульвиды, то в принципе ставим Тариола просто на ее место даже. Так как босс в принципе не бьет какую-то определенную цель, и тут как такового танка нету. Так что даже не важно, что здесь будет стоять Тариол, то в принципе будет нормально здесь. И соответственно, если нету волка, то ставим Натаниэля и собираем его полностью сопротивление, так как тут в принципе подхил от него сильно и не требуется. С выживаемостью тут проблем вообще особо нету. Плюс его щиточек поможет неплохо. И если что-то пойдет не так, то у него есть еще и чистка. По экипировке ставим ему ребра, мифик на щиты и сет также на щиты. Ну и собираем максимум ускорения. И как я уже сказал, просто кучу сопротивления. Талант на раздачу сапры. И расстановку нам придется тогда поменять и выставить всех героев вокруг него. Тайминг ему не нужен будет. Также вариант еще, скажем так, чуть-чуть по мажористи. Это будет у нас Ирмуш. С ним примерно ситуация такая же. Можно его также в щиточки одеть, дать еще и точности. Не пусть себе там бафает нашу команду, так как он дает невосприимчивость и к контролю, и к ослаблениям. И также если они есть, то он их счистит. То есть также сюда идеально подойдет. Но вернемся теперь к нашей команде. Тайминги я здесь использую вот такие. Если у вас там ускорения особо нигде нет, то можно сделать на 17,3. Выставить героев для более стабильного урона. Мне в принципе зашли именно вот эти тайминги. И Сириэльс, и Эстайон тайминги не требуются. Постановку я использую такую. Именно вот так вот у нее получается нанести больше урона. И в принципе герои себя как-то более вменяемо ведут, потому что Кульвида вообще проблемный герой, она постоянно прыгает, скачет туда-сюда. Поэтому именно вот так получилось лучше ее угомонить. Даже несмотря на то, что у меня Исириэльс немного раздает сопротивление, я не ставил как-то их там вокруг него ставить. Именно вот так получается лучше. Эстайон у меня здесь в разломе. Также дал ей сопротивление, чтобы ей ничего не мешало. Постоянно кидать разлом. Вот этот талант обязательно. Куча ускорения, сколько можем выжать. Ну и точность не забываем. Также сет на баф атаки на наших героев. И вот этот вот мифик тоже, чтобы держать стак на повышение урона по цели. Также берем именно вот этот талант, потому что мало ли чего там у нас, если вдруг что-то пойдет не так, и босс какой-то баф словит, то есть шанс, в принципе, что не пройдет у него этот баф, и он получит вместо бафа какое-либо ослабление. То есть чисто для подстраховочки берем вот этот талант. Сириэльс у меня здесь сопротивление и освещенность. Эти таланты берем ему обязательно. У нас посох и все, что связано с щитами. То команда живет вообще легко, проблем с выживаемостью никакой абсолютно нет. Также он немножко сопротивления раздает на Эстайон. То есть так как у нас в принципе живут они очень хорошо, можем позволить себе вот такую фишку именно с раздачей сопротивления без упора в какую-либо там выживаемость и так далее. Ну именно так. То есть мы их здесь отдельно ставим, чтобы они у нас дебафы не ловили. И соответственно Исириэльс будет боевым бафать именно вот эту троицу. Кульвида у нас сети на залив. Эти таланты я взял. Ну и в принципе фулл атака. Также не забываем про ускорение о ней конкретно. В идеале, конечно, чем больше, тем лучше, но не в ущерб атаки. И можно чуть-чуть еще подсобрать скорость атаки. Но конкретно на ней профит не брать именно ускорение навыков, чтобы она почаще там чуть-чуть боевым кидала. То есть в отличие от других неустрашимых, где
намного профитнее взять скорость атаки, на кульвиде лучше все-таки ускор. Вот как-то так вот получается собрать. Много там пробовал, допустим, там чуть меньше ускора, но больше скорости атаки, либо просто атаки. Но остановился на том, что самый лучший результат, когда у меня здесь около 40 ускорения. Ну, плюс еще глобальный баф у нас есть здесь. Поэтому по факту здесь у меня 59 ускорения сейчас. А, кстати, да, если нету артефакта данного, то можно, в принципе, на нее поставить вот эти рога оленя, а на стенке дать эксклюзивные артефакты, если он у вас есть. Либо, в принципе, поставить сундук, что-нибудь такое чисто на урон. Буйновивер, в принципе, с воронки просто взял и все, ничего вообще не менял. Потом даже попробую что-нибудь поменять здесь, что-нибудь добавить. Но пока вот так. Ни сопротивления, ничего не стал давать. Вот такая прямо и осталась. Ну и Настенка. Пробовал в урон, профита не дало. Пришлось вернуть именно на раздачу и на баф урона. И сделать также фулл атака. Также пробовал ее с эксклюзивным артефактом, но нифига. Именно общий урон в итоге все равно больше именно с рогами оленя. Таланты вот эти используем. На подхил таланты вообще не давал, смысла нету, стоят и так хорошо. В принципе, все основные моменты разобрали, замены тоже разобрали. Покажем, как проходит бой. Кстати, по поводу Маштура, он здесь вот не нужен. Я пробовал с ним, урона выходит с ним меньше. Так что, всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал. Кто не подписан, вступаем в телеграм-канал, все ссылки в описании. До скорых встреч, всем пока. El jefe final, el dios dragón, la vida es un carrusel. Tres cabezas, fuego mortal. Este es el juicio final. Tres cabezas, fuego mortal. La vida es un carrusel. Saca 21, de los caídos no queda ninguno. Sangre en el trono, el jefe despierta, la tumba del dios ya está abierta. Tres cabezas.